Всем привет, это Кедровский, и я комьюнити-менеджер игры Хроники Хаоса. Совсем недавно вы задавали вопросы разработчикам игры. Мы собрали самые популярные и самые интересные из них, обсудили их с разработчиками, и теперь я готов вам дать официальный ответ. Ну что, поехали? И первый вопрос нам прислал Дмитрий Кайманаков из ВКонтакте. Будут ли изменены награды за задания, а то в нынешних реалиях они уже не актуальны? Мы согласны, что награды за некоторые задания уже не актуальны, и да, они будут изменены в будущем. Второй вопрос. Сергей Лис, ВКонтакте. Есть ли систематическое выпадение золота в сундуках башни? Да, один из 3 сундуков на этаже башни систематически содержит золото, а после 80 уровня команды вы будете получать из сундуков башни на 50% больше золота. Систематически. Третий вопрос. Светлана Окунева, ВКонтакте. Светлана спрашивает, почему так тяжело выбить нужный шмот? Из 300 энки выпадает всего один фрагмент, видимо. В чем прикол? Шанс получить предметы на высоких рангах героев действительно иногда может казаться несправедливо низким, и мы планируем добавить в подсчет вероятности выпадения предметов систему защиты от неудач. Так что, скорее всего, нужные вам предметы будут выпадать чаще. Следующий вопрос. Сан Ази, ВКонтакте. Будет ли возможность обнулить, скинуть на 0 героя за изумруды с возвратом, скажем, хотя бы 50% вложенных ресурсов и шмота, не считая золота, разумеется? Мы считаем, что игра будет здоровее, если у вас будет больше готовых к бою героев, а не меньше. Но в каком-то ограниченном объеме, очень ограниченном объеме, возможность сбрасывать героев и тем самым прокачивать других героев может появиться в будущих обновлениях. Следующий вопрос. Максим Нагорнов, ВКонтакте. Когда в магазинах будет больше товаров? Сейчас сложно назвать точную дату, но мы определенно обновим ассортимент игровых магазинов в будущем. Следующий вопрос. Владислав Черешня, ВКонтакте. Когда пофиксят Карха? Смотрите, вся наша команда играет в Хроники Хаоса, и нас точно так же не радуют однообразные команды на войне гильдии, на арене и так далее. И такое, казалось бы, очевидное решение снизить характеристики Карху не кажется нам правильным. Объясню почему. Однажды мы уже столкнулись с проблемой чересчур эффективного героя, это был Исмаил. И в какой-то момент решили ослабить ему характеристики. Крайне негативная реакция игроков в тот момент дала нам понять, что это неправильный подход. Люди тратили время, деньги, усилия на то, чтобы прокачать любимого героя, а мы его просто урезали. Именно поэтому с тех пор мы не применяли данный подход для обеспечения баланса в игре, то есть прямое урезание характеристик. Вместо этого мы больше сосредоточились на добавлении новых хороших героев в игру для вариативности и разнообразия. Однако, ситуация с Кархом определенно требует решительных действий, мы согласны с этим. И прямо сейчас в ряды стражей готовится вступить еще один герой Доминиона, я бы даже так сказал, и он радикально изменит баланс сил. Кстати говоря, его имя вы, скорее всего, могли уже встречать в игре. Напишите в комментариях, как вы думаете, кто это, и посмотрим, сможете ли вы угадать. Следующий вопрос из одноклассников. Почему нельзя сделать обмен всяким разным из инвентаря среди игроков? Сделать можно, но с этим нельзя перебарщивать, потому что мы не хотим, чтобы игра превращалась в рынок, где все только делают, что торгуют и обмениваются предметами. Однако, мы действительно хотим усилить взаимодействие игроков внутри гильдии. И вполне возможно для этого действительно подойдет обмен предметами. Как только мы определимся с тем, как это будет работать, мы вам обязательно расскажем в группе. Следующий вопрос. Джордж Мотелика, одноклассники. Уважаемые разработчики, почему так мало выпадают камни душ титанов Араджи, Гипериона и Эдема? Можно как-то решить вопрос. Араджи, Гиперион и Эдем — это наиболее сильные титаны, и их получение и прокачка влияет на игровой процесс больше, чем получение других титанов. Именно поэтому они остаются самыми редкими, и именно поэтому их так сложно получить. Следующий вопрос нам прислал Алмаз Вильданов из соцсети игры Mail.ru. Когда будет возможность на оставшиеся черепа из башни покупать нужные вещи? Нам действительно часто задают этот вопрос, и мы так подумали и решили что-то с этим сделать. Вообще черепа используются исключительно для покупки усилений в башне, и все. Но
поскольку вы продолжаете об этом спрашивать, мы подумали и решили, что в будущем, скорее всего, черепа будут автоматически обмениваться после полного прохождения башни на что-то. И последний вопрос на сегодня нам прислал Руслан Старушенко ВКонтакте. Руслан нам прислал много вопросов, но мы выбрали из них самый интересный, на наш взгляд. Будет ли что-то грандиозное летом? Прямо сейчас мы работаем над новым масштабным режимом приключения. Мы о нем уже рассказывали чуть-чуть на предыдущих стримах. В него можно будет играть вместе с другими игроками. Это будет весело, увлекательно и вообще очень-очень круто и эпично. К сожалению, сейчас мы не можем назвать точных сроков выхода, но этот режим наиболее близок к чему-то грандиозному, так что обязательно следите за нашими группами и за ютубом. Как только нам станет что-то известно, мы вам обязательно расскажем. Ну а на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Огромное спасибо, что присылаете нам свои вопросы, пожелания, комментарии и отзывы по игре. Вы нам помогаете двигаться в нужном направлении и делать нашу с вами любимую игру еще лучше. Кстати, смотрите еще вот это вот видео. Я здесь отвечаю на вопросы на английском. Они во многом похожи, но там есть кое-что новенькое, так что включайте субтитры, смотрите и рассказывайте потом своим друзьям и сагильдийцам, что нового нас ждет в Хрониках Хаоса. Ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. До встречи, всем пока!